Смотрите. Офигеть. То есть вот есть грядки, и вот тут рыбы. У рыб идут выделения в воду, и эта вода используется для питания растений. Вот, да, смотрите, рыбки плавают. Растения выделяют вещества в воду, которые делают воду питательной для рыб, а рыбы, в свою очередь, своими выделениями делают питательной эту воду для растений. Такой круговорот. Блин, это очень клево выглядит, ребята. Это такая классная эстетика. Такой не солар-панк, а аквапанк. Класс. А много ты интересовался вертикальными фермами? А интересно, я чуть-чуть интересовался, то есть я вообще не интересовался. Мне один раз про них человек рассказал, и еще я помню Kanye West про них рассказывал в своем документальном влоге одном. Vertical farming. The future of food. Let's go. О, вот тут есть видос, что это the future of food, а вот тут видос о том, что это типа скам. Давайте сначала один посмотрим, потом второй. Мне кажется, эти фермы станут актуальными спустя много времени, когда уже разовьют аддитивные технологии, в скобках 3D-принтеры. Когда люди будут производить, что хотят в любой точке. Да. Что такое аддитивные технологии? Это классный термин. Additive manufacturing. AM. Additive. Добавленные. Is the industrial production name for 3D printing. То есть просто 3D printing. Controlled process that creates three-dimensional objects by depositing materials, usually in layers. Ну, то есть, да, грубо говоря, 3D printing. Умное название. Да. И по идее с 3D принтерами люди разъедутся по провинциям, а столицы перестанут быть актуальными. Мне нравится теория о том, что города станут культурными центрами, то, что города это будет чисто ради культуры. Не ради индустрии каких-то, а просто культурные центры. Если возможность будет производить что угодно в каких угодно городах, то функции столиц видоизменятся, станут менее прикладными, более культурными. Так, видос про vertical farming, про вертикальные фермы. You know, a lot of people are talking about AI. It's a concern. We got climate change. Oh my God, this is the end of the world. Nuclear war. But very few people are talking. Да, искусственный интеллект, ядерка, хайповые сейчас темы, но вертикальные фермы еще не такая хайповая тема. То есть города перестанут расти, значит вертикальные фермы не нужны. Почему, наоборот, производство децентрализуется, и чтобы оно децентрализовалось, производство еды, типа, в каждом городе будут вертикальные фермы. Talking about actual shortage of food. According to The Economist, in the next 40 years, we will need to produce more food in the next 40 years than we have in the previous 10,000 years combined. And one of the industries that a lot of people are talking about is called vertical farming. Matter of fact, a guy named Elon Musk, his brother Kimball, is now a farmer investing into vertical farming. Класс. У Илона Маска есть брат, во-первых, и во-вторых, он инвестирует в вертикальные фермы. Let's get right into it. By the way, if you get value from this video at the end, give it a thumbs up and subscribe to the channel. Let's get right into it. You know what's crazy is I'm in Fort Lauderdale right now. We had a big flood, 22 inches of rain in Fort Lauderdale, record breaking. Everybody's talking about it. For a couple days, there is no gas in Miami. Everybody is calling saying, I can't fill up the tank. How am I going to come up to Fort Lauderdale? I got to drive up. People are panicking just because there was no gas for one day in Miami. Gas stations were all sold out, right? So you may be saying, Pat, what's your point there? What would you do if you didn't have food for one day? How about 2 days? 3 days. Think about that shortage. What happens when you're at a hotel or your place, the bathroom doesn't work, you can't use the bathroom, there's flooding? What do you think about? That stress goes from something you never think about all of a sudden to something massive, right? That's exactly what the concern is with food shortage. I'll give you a stat here. Food production needs to increase by roughly 70% by 2050 to... К 2050 году производство еды должно увеличиться на 70%, чтобы кормить 10 миллиардов людей. The expected 10 billion Этот канал про то, как делать бизнес-класс. World population, and that's only 27 years from now. So now, let's look at a bunch of different data here and see if this Но это перспективный бизнес. Еда людям нужна. Если мы не будем внутривенно вводить все питательные вещества в будущем.
be thinking about. The things we'll look at today is arable land, we'll look at topsoil, freshwater supply, we'll look at benefits of vertical farming solutions, different types, how they do it, cost of it, what different companies are doing today, and then at the end I want to get your thoughts. If this is something we ought to be concerned about, and potentially how big of an industry this is going to be by 2030. Wait till you see the numbers. So let's get right into it. Arable land is land capable of being used to grow crops. So now arable land is down 30% since the 1970s. It is expected Земли, пригодной для посевов, становится меньше. Офигеть. Ее станет меньше на 60% в течение следующих 25 лет. Number by 2050. So it's already down 30% since the 70s, and it's expected to drop another 60% between now and 2050, 27 years from now. Now, let's look at different regions worldwide, Australia, Canada, US. Look at this number here, this chart. Far left is Australia, dark blue is 1975, light blue is 85, that orange color is 95, and then the yellow one is 2005. Australia is down 20% of arable land because we're building more buildings. Canada is down 25%, Russia is down 17%. Ну, в общем, во всех странах снижается площадь земли, пригодной для посевов. Ну, то, что города растут, например. US is down 32%. The benefit of capitalism, we're building a lot of different places, but at the same time, the arable land is going to be cut as well, right? So you got Brazil down 16, India's down 45% because India just is getting into capitalism. Their economy is growing. They got a lot of different things. So why is this a concern if we have our arable lands that's decreasing at the pace that it is just in 40 years of this chart? Well, the next one is about topsoil. Topsoil is the primary resource for plants to grow and crops to thrive. Topsoil. Что такое topsoil? Is the primary resource for plants to grow and the crops to thrive. То есть, типа, удобрения. То есть, земля именно как пригодная для... Опа. Спасибо за контент, который ты делаешь. Это полезно. Это ново. Успехов тебе. Спасибо, приятно. Я рад, что не зря это делаю. Спасибо, Метаморфо, за topsoil. Topsoil. Перевод. Верхний слой почвы, пахотный слой почвы. Ну, короче, спаханная почва, почва пригодная для выращивания, в которой все питательные вещества, типа. Ну почва это как бы земля, да, пригодная для того, чтобы сажать что-то, да, в принципе. Можно, наверное, и просто почвой назвать. Each year, an estimated 24 billion tons of fertile soil are lost due to erosion. Что за хрень? Каждый год 24 миллиарда тонны плодородной почвы теряется. Каждый год. ВТФ. 24 миллиарда тонны почвы. Which is 25% of the total land area has been degraded. So when you look at this map here, you see what it's looking like. Very degraded soil, stable soil, and without vegetation. These are some things that people are sitting there thinking, saying, we may not be worried about it today, but this could be a big issue for us within the next 27 years, and this leads to... Забавно, что это канал, походу, реально про бизнес, и канал таких консервативных взглядов, но тут буквально рассказывается о проблеме, связанной с глобальным потеплением, в то время как большинство консерваторов в США отрицают проблему глобального потепления. Хотя тут буквально вот приводится статистика о том, что вот это отнимает у нас плодородные земли. To water, because we also need water. Fresh water supply. Agriculture currently uses roughly 70% of the global fresh water supply. Irrigation, in other words. Only 1 to 3% of water on Earth is fresh water. Pesticides and fertilizers and other toxic from chemicals can poison fresh water. So if you look at this here, where is the water on Earth? You'll see 97.2% is oceans. You got a small percentage there, 2.15% is glaciers, and a 0.65% that is groundwater, lakes, and rivers, soil moisture, and atmosphere. So we also need this. So far короче, у нас еще очень мало воды, если вкратце. Пресноводная, пресная вода, короче. У нас очень мало пресной воды. We got what? Arable land, we got topsoil, we got fresh water supply. All of these things are leading to a concern of what we're going to do if we have a shortage. Arable land, как переводится? Пашня. Спаханная земля, типа. Короче, пашня, почва и пресная вода. 3 фактора, которые нам нужны, чтобы производить еду, и которые снижаются. Of food over the next 27 years. So now, farming problems, let's look at these. So for those of us that are not farmers, and maybe you didn't grow up on a farm, you're like, okay, why is this such a concern? I don't know any of this stuff. Мне нравится музыка на фоне, если вы послушаете, она такая, типа, yeah,
казино какое-то, типа. These are the traditional farming problems and why a lot of people are starting to consider vertical farming. So let's look at the problems traditional farmers have. Number one, tillage. И в это время он рассказывает про проблемы дефицита природных ресурсов. People are starting to consider vertical farming. So let's look at the problems traditional farmers have. Number one, tillage negatively impacts soil quality. It fractures the soil, disrupts soil structure, accelerates surface runoffs, and soil erosion. That's number one. If you're a farmer, you know exactly what we're talking about, where you have to move them. This leads to the next one. The government pays farmers to limit crop growth to put a price floor in place so farmers can stay in business. Number three, irrigation is highly inefficient. Number four, unpredictable weather. Number five, insects. It's limited to only Бомбардируют информацией просто нас этот видос. Chemicals and pesticides. There is a timeline for this. This is why it's not sustainable for us to go this way long term. Now, vertical farming, if you look at it, came about in 1999 when this professor from Columbia University, Dixon Despomier, he's a professor of environmental health sciences, and 105 graduate students were exploring methods to address this problem and came up with the concept of vertical. В 99-м был придуман концепт вертикальной фермы. Grown layers of crops on each floor. Короче, да, много слоев почвы на вертикальных этажах. Common sense for us to be like, if you and I were thinking about this, you're like, we probably should have known this 100 years ago, 1999. Да, это всего 25 лет назад, типа 24 года назад. Странно, так недавно. Проект UI Poetry временно не активен, потому что я фокусируюсь на стримах, но скоро я вернусь к нему, и когда наберу сумму тут, я займусь производством, займусь издательством печатной книги, фотокниги, поэтому stay tuned. Музыка из флеш-игры, где нужно мыть Hammer 50 Cent. Is when we thought about, what if we go this way? Right? Kind of cool when you think about it. In fact, if you look at some of these videos that we're showing you, this is called vertical farming. This is what Elon Musk's brother, Kimball, got involved in. So now the benefits of vertical farming. Here's what it is. Сколько переходов вообще, посмотрите. 99 is when we thought about, what if we go this way? Right? Kind of cool when you think about it. In fact, if you look at some of these videos that we're showing you, this is called vertical farming. This is what Elon Musk's brother, Kimball, got involved in. So now the benefits of vertical farming. Просто как можно больше контента хотят в 10-минутный видос уместить. Here's what it is. No soil required, which alleviates the topsoil problem. Requires 99% less water and fertilizer. Вау, на 99% меньше воды требуется в вертикальных фермах. Can grow year-round. No. Весь год может расти. Там все, что нужно. Pesticides. Нет пестицидов. Occupies 90. На 99% меньше площади занимает. 9% less space because you're simply going up. Can be placed in cities, cutting the burden of long transportation. Вот, и оно может устанавливаться в городах и решать проблемы логистики. Я видел такую штуку в Тбилиси, в отеле Стамба. Классное место. Туда можно просто ходить, сидеть там. То есть, даже если ты в отеле не живешь, там классный дворик просто, в котором коворкать можно, кушать. Вот. Очень модно выглядит. Это отель, если что. Супер классно выглядит. И там есть вертикальная ферма. Теплица там с розовым освещением. Такие ряды грядок со всякой зеленью. Очень классно. В Москве, наверное, тоже где-то такое должно быть. So you may say, Pat, who cares about transportation? Here's why. Currently, average distance of farm food transportation is 1,500 miles. 68% of people live in cities, far from farms. Fruit and vegetables lose up to 50% of nutrients. Офигеть. Фрукты и овощи теряют до 50% нутриентов в пути от ферм до магазинов. А представьте, еще пока они в магазинах лежат. Жесть. До 50%, то есть свежие фрукты и овощи на 50% могут быть питательнее. From farm to store and less carbon emissions from transportation. There you go. That's the benefit because you can put it anywhere. You can literally put it in New York City if you wanted to. You can put it in Miami, in LA, in Beverly Hills, right there, and then boom, deliver it to the people in Beverly Hills. So now, different types of vertical farming. There's 3 types. Hydroponics, this is where plants grow in water. Гидропоника. Or growing medium with nutrients delivered directly to their roots.
Растения растут в воде или растущем медиуме с нутриентами, которые доставляются напрямую к их корням. Hydroponics is the largest segment and accounted for more than 45% Ну, в общем, гидропоника самый большой сегмент. share of vertical farming in 2021. Aeroponics uses a mist to deliver nutrients to plant roots. And then you have Аэропоника, которая сверху доставляет нутриенты растениям. aquaponics, which fish are raised and their waste is used as Вау! И аквапоника — это когда разводят рыб, и их как бы выделения используют как нутриенты для растений. nutrients for crops, creates a loop system where the Они вот в этих трубах, что ли, плавают, и там растения, жесть. fish feed the plants and the plants feed the fish. Вау, и в этой системе, типа, растения кормят рыб, а рыбы растения. Аквапоникс, мне очень интересно. Там реально в этих трубах рыбы плавают, им не темно там. Смотрите. Офигеть. То есть вот есть грядки, и вот тут рыбы. У рыб идут выделения в воду, и эта вода используется для питания растений. Вот, да, смотрите, рыбки плавают. Растения выделяют вещества в воду, которые делают воду питательной для рыб, а рыбы, в свою очередь, своими выделениями делают питательной эту воду для растений. Такой круговорот. Рыбкам какая разница? Рыбки в темноте норм им? Я думал, типа, им свет нужен, нет? Они не как люди, да? Блин, это очень клево выглядит, ребят. Это такая классная эстетика. Такой не солар-панк, а аквапанк. Класс. Шаг первый — накормить рыб. Шаг второй — насос удаляет отходы и перерабатывает воду. Он ведет ее к растениям. Шаг 3. Полезные бактерии конвертируют аммонию и нитриты в нитраты. Шаг 4. Растения удаляют нитраты из воды. Шаг 5. Чистая вода течет. Шаг 6. Насос возвращает чистую воду в аквариум рыб. Классная экосистема. Вообще супер. Тут такая грядка, а вот тут рыбки. И вот вода туда-сюда, туда-сюда. В каком-то бункере такое было, вроде в видосе Мистера Биста. Неужели? Найди, пожалуйста. So now you may say, Pat, why are more people doing this? Well, because it's a great idea, it's exciting, but it's expensive. This is what they haven't yet figured out. So high capital requirement to start. Ну, в общем, да, это дорогостоящее все. Создавать вертикальные фермы. Facilities require a lot of energy. Много энергии нужно. Grains like corn and wheat have been a challenge. So now, when you think about this and you're thinking the current method, they're not yet nuclear, they're currently doing it the traditional way. The simulated yields revealed that vertical farming could produce 600 times the current world average wheat yield. Офигеть. Симулированные yield — это что? Producer provide. Доходы, типа. Симулированные доходы вертикальных ферм могут производить в 600 раз больше, чем обычное поле пшеницы. That vertical farming could produce 600 times the current world average wheat yield. In their study, the authors describe how compared with traditional farming methods in outdoor fields, indoor vertical farming also requires less land area, water, herbicides, and pesticides, and result in less nutrient loss to the environment. But there's got to be incentive. So if the capitalist and a job creator sitting there and they're noticing the margins are like this, you can't really get the big capital into it. But the moment somebody figures out how to do it and not have to use up all the energy, whether they choose to do through nuclear or another form of affordable energy, this could be an industry a lot of people may get involved. В общем, да, проблема в энергетике, в стоимости, но когда у нас будет ядерная энергетика, например, может быть, все это экспоненциально взорвется. In no time, okay? Because again, the upside is essentially unlimited because the upside is unlimited, right? So now, some creative ways they can do to maybe cut costs, right? This is the one thing we talked about earlier, what people fear, AI being one of them. This is where AI can actually help solve this problem that they're facing. So, number one, using AI, they can cut labor costs. They can operate 24/7. AI can operate on a cloud-connected network, monitor soil Тут health. пишут, AI да, can conduct что будет, если искусственный интеллект будет управлять этими вертикальными фермами. chemical analysis, machine learning algorithms use data to optimize the automated system. Drones make it more feasible to monitor high-up sections, able to be programmed to Дроны, да, управляют. Ну да, это уже такая цифровая экосистема без вмешательства людей. move in preset paths around the farms. If they're able to do those types of things, they save a little bit of money. If they can use affordable energy, the rest is history. So let's look at what Elon Musk's brother Kimball is up.
Так, видос мистера Биста. Провел 24 часа в бункере. Я думаю, после этого видоса посмотрю. Ух ты, как красиво. Контейнеры с вертикальными фермами, смотрите. И, походу, эти контейнеры перевозить можно и собирать так модульно. Классно. Top of each other. It's a very interesting model because one of these 320 square foot containers can produce as much as a Вау! Такой контейнер может производить как ферму в 1-2 ара. 2-acre traditional outdoor farm, barely using any water. And by the way, there's so much applications, people wanting one of these containers. There's people right now making $30,000 part-time doing this. They're flooded with wanting one outdoor farm, barely using any water. And by the way, there's so much applications, people wanting one of these containers. There's people right now making $30,000 part-time doing this. Люди делают по $30 000 part-time, занимаясь этим. Это типа можно покупать эти контейнеры и просто выращивать еду. They're flooded with applications, but this is one of the companies out there that's doing it. Походу, да, это бизнес-ниша такая просто уже. Франшиза типа вертикальных ферм. There's a couple out there right now. The top vertical farming companies. One of them is Agricool, revenue of $103 million. That's very small. The other one is Bowery Farming, $83 million. Freight Farms, $72 million. Aero Farms, $22 million. And it's estimated, if you look at this industry, by 2030, this could be a $25 to $26 billion industry. People are just realizing this. So watch this. When I just presented to you, how are you receiving this content? So use your reason, logic, and the level of skepticism. What area are you skeptical about? Think about it. You're like, no, this kind of makes sense. This is logical. So this is where entrepreneurs come in and solve the world's problems through innovation. That's vertical farming. This is why I trust in capitalism, because there's... повесточка. Все подвели к благам капитализма. Incentive to solve many of the problems. Еда с вертикальных ферм дороже. Ну, наверное, да. Думаю, да. We're dealing with today. So Я думаю, это пока они не повсеместны. Concerns, comments. Это такое более, типа, роскошь. Below, if you got value from this video, give it a thumbs up. Классно. Теперь видос, почему вертикальные фермы умрут. Considered a revolutionary solution to the rising food crisis, to now hitting a rough patch with an uncertain future, here's why vertical farming is about to die. Vertical farming emerged as a beacon of hope, promising an end to food scarcity. Кто в итоге этим занимается? Фермеры, ботаники или агрономы? Я думаю, все этим могут заниматься. Спанч Боб нарисовал чел, который изучал морских гадов. То есть это ученый буквально. Я думаю, грамотные предприниматели многие роли в себе сочетают. With the world's population rapidly increasing and cultivable land becoming scarce, Я работаю traditional стримером. agricultural practices were struggling to keep up Стримлю with уже the growing 22 demand дня for food. ежедневно. It was during this critical period that vertical farming stepped into the limelight. And it means exactly what its name suggests. Farming on vertical surfaces. Typically grown in buildings in urban areas, rather than traditional horizontal ones. Why this approach, you ask? It's actually for quite a simple reason. Farmers are able to yield significantly more food on the same amount of land, or even with less space available. Блин, это очень красиво. Смотрите, как эстетично. More food on the same amount of land. Вот это вообще, да, утопично очень выглядит. Or even with less space Кайф. available by stacking the layers. О, да. Фильм «Куб». One on top of the other. But it doesn't stop there. Vertical farming actually goes beyond mere plant stacking. It's all about nailing that artificial temperature, light, water, and Температуру нужно поддерживать, свет, воду, влажность. humidity control. I know it sounds like vertical farming is a very recent invention, Салатика but its roots захотелось. actually trace back thousands of years. From the famous Babylonian hanging gardens Висячие сады Семирамиды. Это прообраз был, походу, вертикальным фермам. Hanging Gardens of Babylon. Одно из 7 чудес света. Вау, типа, растения можно растить не только на земле, а можно положить землю на постамент и растить сверху все это. Ну, это здорово, я согласен. Ну, блин, в таком мире классно жить. Вот представьте жить тут. Ребят, вот сходку проводим тут. Сходку проводим в висячих садах Вавилона. Вот тут вот, на 3-й ступеньке. Не тяжело столько информации поглощать ежедневно, а то я чисто благодаря твоим стримам много узнаю. Самому очень лень, не могу себя заставить. Можешь представить, до того, как я начал стримить, я буквально всю эту информацию поглощал ежедневно, просто как бы я лежал на кровати там и пассивно это смотрел, не комментировал, вот, и я думал, что со мной что-то не так, то, что я ничего не делаю, я просто, типа, смотрю YouTube, поглощаю информацию. А в итоге я начал стримить и комментировать это, и это как бы полезно и мне, и другим, и я как-то вкладываю что-то в общество. У меня просто тяга к знаниям, у меня есть любопытство, мне хочется найти, основания для своей веры в будущее, и я их нахожу.
благодаря тебе реально можно кучу нового узнать, узнаешь что-то крутое, так еще и сразу слышишь комментарий другого человека. Да, это как диджеинг, собственно. Те, кто с начала стрима, то, что мы смотрели час назад, диджеинг — это когда ты соединяешь два готовых культурных продукта, то есть две песни, ты диджеешь, их сводишь, и получается что-то новое. И ты сразу же получаешь отклик от аудитории, для которой ты диджеешь. Ты получаешь отклик, и основываясь на этом отклике, ты как-то дальше действуешь, то есть дальше играешь эту песню, как-то сводишь еще или переключаешься на что-то новое. Так получается цикл, как бы ты переключаешься на что-то новое, снова получаешь отклик, основываясь на этом отклике, делаешь дальше. И вот такой цикл отклика, и у нас то же самое. Я вот что-то познаю, смотрю готовые YouTube-видосы, вы подкидываете мне тем, я гуглю эти темы, у нас получается новое обсуждение, и это такой цикл фидбэка тоже очень классный. Я очень рад, что мы сейчас занимаемся этим. Чем больше растений, тем больше всяких насекомых многие побрезгуют. Там, наверное, было много насекомых, но если бы такое сейчас сделали, я думаю, решили бы проблему. Но в парках люди же гуляют, и в парках не супер много насекомых. Я помню, в Китае провалился проект жилых комплексов с вертикальным лесом из-за жуков. Интересно, решаемая ли эта проблема? Потому что если проект провалился, как будто очень сложно было эту проблему решить, но, может, возможно ее решить. Просто что-то не добили. Там вроде москиты просто развелись и забросили идею в итоге. Люди так и не победили комаров. To the Aztec Chinampas. Shin, Ацтек Чинампас, а это что? У ацтеков тоже было что-то такое. Чинампа. What is that? Техника мезоамериканской агрокультуры, which relies on small rectangular areas of fertile arable land. Ну, то есть тоже висячие такие куски прямоугольных грядок. Блин, ну да, выглядит тоже топово, если честно. Чисто дача в Стамбуле, огород в Стамбуле. Там просто Босфорский пролив, и там паром точнее, является видом общественного транспорта. То есть ты как на метро едешь, ты также на пароме едешь просто от одного острова к другому по воде. И это очень классно. Прикольно там в огород по воде чисто съездить. Ох ты. Класс. Ну да, это уже водная такая утопия. Это водная ферма из Майнкрафта. Литерали. Это литерали водная ферма из Майнкрафта. Вау. Вот видите, ацтеки создавали свои чинампы, чтобы потом мы создавали это в Майнкрафте. Но на самом деле, ребята, которые таким занимались, вы реально можете стать, как бы, строить такие вертикальные фермы в реальности. Потому что, когда вы в виртуальном мире знаете, как этот процесс работает, вы недалеко от понимания, как бы, как в реальном мире все это делать. Это здорово. В Майнкрафте есть люди, которые строят здания красивые, они вот становятся архитекторами, а есть люди, которые вот инженеры, которые строят там всякие транзисторы, компьютеры в Майнкрафте и вот такие водные фермы. И в реальном мире делать то же самое, мне кажется, круто. Да, Minecraft is life, literally. Проект Земли в Майнкрафте очень вдохновляет. This practice carries an ancient legacy, and it's safe to say that it has indeed come a long way. But it was well into the 20th century when greenhouses introduced us to controlled environment farming. Controlled environment farming. And people started thinking about the environmental challenges of traditional farming again. Then Colombian professor Dixon Despommier introduced the modern concept of vertical farming, which became the blueprint to future agricultural practices, and it started gaining all of the hype. And rightfully so. Vertical farming, with crops grown in stacked layers indoors, had the potential to revolutionize food production. By making use of minimal space and resources, this innovative approach could yield significantly higher amounts of fresh produce compared to the traditional horizontal agriculture. It offered a solution to not only feed the growing population. Ну, блин, очень классно выглядит. Мне нравится вот это сочетание белого цвета. Ну, современно. По-сингапурски. Не хватает такого в СНГ. But also to reduce the environmental impact associated with conventional farming practices. It was like the perfect blend of sustainability and technology. Ну да, вот представьте, что вот это вот все горизонтально, просто вертикально бы обернули. Farming practices. It was like the perfect blend of sustainability and technology. And as vertical farming became an emerging trend in the agricultural world, its potential made it a worthy investment opportunity for various investors and tech companies. And soon enough, companies like Agricool, AeroFarms, BitSeason, Ironox, and so on started sprouting up all across the globe, utilizing technologies such as hydroponics and aeroponics and LED lighting to cultivate crops year-round. Гидропоника, аэропоника, LED-свет. Independent of seasonal constraints. And it all sounded extremely promising indeed. Нейросети кайф.
Они как раз, искусственный интеллект сможет управлять такими вертикальными фермами, чтобы избавиться от необходимости в человеческой работе, в человеческом курировании. Искусственный интеллект уже как бы для всех. Ну, как бы уже в массовом сознании даже все понимают, что это будущее, что это изменит экономику кардинально. Привет, привет. US-based Arrow Farms considered itself to be one of the leaders in the industry around that time. In 2017, its CEO, David Rosenberg, said that they are so far above everybody else in the technology that it will take years for the rest of the world to catch up. Unfortunately, this statement did not age well. According to the latest reports, the stock of AppHarvest is more than 95% down. Some startups... Вау. Акция, короче, лидирующей компании вертикальных ферм упала на 95%. ...are reportedly shutting down. И стартапы многие закрываются по вертикальным фермам. And even the company which was once high up in the sky, Arrow Farms, not only failed to go public after calling off their SPAC deal, but they've also declared for Chapter 11 bankruptcy protection. The CEO even said that the money just isn't there. With that being said, the future of vertical farming looks quite uncertain. But after all the hype, Офигеть. the future of Тут они двигаются. Для чего, интересно? vertical farming looks quite uncertain. But after all the hype and heaps of investment, what went wrong? Is the entire market on the verge of crash, or has it hit a brick wall for a short while? Well, as the concept developed and real-world applications expanded, to our disappointment, it slowly became clear that there are numerous challenges and complexities which come with vertical farming. One of the primary concerns was the high initial investment required to set up and Высокие maintain vertical farms. инвестиции. Companies needed a huge amount of capital to merely start, let alone keep their vertical farms running, as added costs to maintain the advanced technologies and infrastructure needed for precise climate control, Большие траты на эти вертикальные фермы. lighting, and irrigation kept piling up. Мне это напоминает фермы биткоинов по майнингу. Vertical farming became economically О, класс, прям вот эту пластину в воду кладут. unfeasible for not only many small-scale Интересно, что за кубики бросаются? Питательных веществ каких-то? farmers, but even bigger companies that initially expected a lot from it, but eventually went bankrupt. Another major challenge was the limited range of crops that could be successfully cultivated through vertical farming. Well, today's indoor farms, Второе препятствие — то, что не все растения можно так растить на вертикальных фермах. beans and herbs, the cultivation of other essential staple food crops like grains or root vegetables Пшеницу сложно растить. remains a challenge. This limitation to sustainably Блин, няшные такие кубики. Ростков. grow a wider variety of essential Как классно. food items raises questions about its availability to serve as a comprehensive solution to global hunger. Andrew Lloyd, Chief Operating Officer at Intelligent Growth Solutions, which makes equipment for vertical farms, expressed a similar sentiment. He believes that vertical farming might continue to face failures if companies remain heavily fixated on growing only leafy greens. Not only that, while leafy greens have shown high margins, they're Листовые растения пока только выращивают с помощью вертикальных ферм, и если не будет расширяться спектр, то вертикальные фермы потухнут. Эти кубики, наверное, как в флористике. Воду задерживают, чтобы не поливать по 100 раз растения. Они впитывают, типа, воду и выпускают ее постепенно. Вау. relatively low in calories, often considered luxury items. As such, concerns arise regarding their potential impact on addressing world hunger problems. The need for a more diverse and sustainable range of crops in vertical farming becomes increasingly Классно, классно. evident as we strive to find comprehensive solutions to food security challenges. Talking of luxury, our next reason why vertical farming is dying is their questionable business models. Without going too deep into this topic, let's put it this way. With all the hype about vertical farming technology and all the investment money flowing in, many vertical farming startups got busy in building the biggest, shiniest, and coolest looking robot and AI-driven facilities that actually looked more like car factories than farms. And all of this was naturally made possible by hiring top talent, including ex-engineers and scientists from Tesla, Apple, and other big Silicon Valley companies. Of course, this is how many tech startups operate, and it's all really nice, until you realize that in the end, you're selling what? Salad. So, on one side, we have massive capital investment. Да, короче, нанимают самых крутых инженеров из самых топовых IT-компаний, чтобы растить салаты. Поэтому прибыль не такая большая. Investments and high operating costs. While on the other side, we are selling leafy greens and lettuce. You see the imbalance right there? But unfortunately, the problem is in the business model itself. Ну, как будто... Like, how do you compete against conventional agriculture when these traditional operators grow a similar product? Usually with a Ну да, традиционная как бы агрокультура зарабатывает больше. lower price point Пока что, пока что. and having a long Наверное, нужны какие-то льготы от государства, чтобы поддерживать развитие вертикальных ферм. history and a ton of experience running farms as a business. And of course, traditional agriculture has often relied on relatively cheap labor. Basically, you don't need NASA engineers to run a lettuce farm. With high energy consumption and even higher salaries, the lettuce and leafy green vegetables tend to fall off in the higher price bracket.
Но только если вот вертикальные фермы как-то разовьются, что они будут производить намного больше растений, намного дешевле, чем традиционная агрокультура. В теории, да, там меньше воды нужно и меньше удобрений, но все равно пока, по ходу, бизнес не так хорошо идет. Да, in the end you sell it. Which consumers are hesitant to pay for, because obviously they have become a symbol of wealth and privilege. Maybe in the same way that people argue that only rich people can afford to be vegans. So the industry built up too much hype and kept raising heavy investment. Да, есть такой тейк, что только богатые люди могут позволить себе быть веганами. But it all burst when the global recession hit. They ran out of funds. And now experts are finally able to see the loopholes in the business model itself. While it's not uncommon for companies to face challenges, and even bankruptcy during the emergence of a new industry, vertical farming is confronting an additional threat. The rise of more sustainable alternatives has been gaining momentum, capturing the attention of those seeking a holistic approach to address our food crisis. Innovations in agroforestry, sustainable farming, and regenerative agriculture have become key players in the quest for a more sustainable and resilient food production system. Amidst these developments, vertical farming, once hailed as the future of agriculture, now finds itself facing stiff competition from these emerging practices. To sum it all up, vertical farming, once hailed as a beacon of hope and the next big thing, is now facing a decline due to several challenges. Ну, короче, экономические проблемы в основном у вертикального фарминга, и проблема в том, что ограниченный круг растений, культур можно так выращивать, в основном листовые. Поэтому нужны какие-то инновации. Но выглядит круто. Надеюсь, эта технология выживет. Finding solutions to reduce investment expenses, optimizing energy usage, and expanding the variety of crops that can be cultivated. And only when it'll be able to navigate these challenges and discover new sustainable pathways, its true role in the food product and expanding the variety of crops that can be cultivated. Жесть, тут роборуки прям управляют этими фермами. And only when it'll be able to navigate these challenges and discover new sustainable pathways, its true role in the food production landscape will be determined. So, what exactly is going to happen now? Even if we hope for vertical farming to not actually die, the revamping will need to be started from the ground level. Any company left standing will have to start focusing on basic business fundamentals. This means focusing on good unit economics. Ну, понятно. Да, акции падают, ну, кризис в стране, меньше фокуса на каких-то новых технологиях, забирают места у работяг, да. Все, что сейчас развивается, забирает места у работяг. Это развитие технологическое. Нужно, чтобы работягам платили, чтобы государство как-то поддерживало бывших работяг, которые остались без работы. Так, видос мистера Биста. Dozens of missile silos were built in the 1950s, and they were made to withstand a nuclear strike. But after being abandoned in the 60s, this one has been transformed. Блин, жесть. Он реально провел... ну 24 часа нормально. В бункере, класс. Into a 14-story... Вау! 14 этажей. Лакшери андеграунд бункер. Holy crap. О, да. Вот эта ферма пошла. Is this real? This is where they grow plants. Рыбки на стене. Вот это дизайн. For the entire... Стоп, или... это аквапоника. Там рыбы внутри этой трубы. И оттуда вода идет, я понял. They literally grow everything here. And this is Dustin. He's going to answer our questions. Why are we growing all this? If you were to be locked out from the outside world, you're going to need to grow your own plants, and you're going to be self-sustained. They grow the fish, and they use the waste from the fish to grow the plants. And Класс, да. Это аквапоника. To grow the food for the fish. Crazy how they have this self-sustaining way to grow food and do all this stuff for people. This is nuts. So you guys have any more questions? Do fish Я надеюсь, мистер Бист вот... food and do all this stuff for Do people. all this This stuff is for people. nuts. This is nuts. Я надеюсь, он запомнил этот момент, вдохновился и создаст вертикальные фермы для всех вообще, чтобы решить мировой голод. Мне кажется, это будет лучший видос мистера Биста. Я решил мировой голод.
So you guys have any more questions? Do fish get thirsty? We're gonna move on. Come on, let's go. Жаль, фермы не вертикальные, да, жаль. Ну, они типа как бы вертикальные, но в один слой только. Ну да, как будто не считается тогда вертикальным. We're on the 4th floor. We're gonna get some food. So the boys are hungry. We're not allowed to. Scrambled eggs in a can? What we're gonna do is we're gonna go to those plants you saw earlier, and we're gonna cut some and make a salad. Through the tunnel, you're our chef for the day. What is that? Lettuce. What about that? Lettuce. So we're just supposed Salad. to cut our own food? Is that how that works? Yeah. So we have all these greens, and can you Wow. harvest us some fish? We already have fish that have been pre-harvested and stored so that we can cook it at any time we want. There we go. Fish and salad. Surface level. So we're back on the residential floor. We got our greens right here. We also got the fish that was harvested in it. And we're gonna make a meal with food grown in the bunker. Put them in a strainer. You wash it off all really good. Should you guys wash your hands? Я помню, я волонтерил на Випассане. Мы готовили еду для 100 человек, и я мыл салат. И я так долго мыл салат. Я прям промывал его, минут 20 я мыл салат. Потому что он был грязным. Ну, понятно. Прикольно, прикольно. Вертикальные фермы, здорово. Классная тема, ребят. Рад, что мы это посмотрели. Спасибо человеку, который это предложил. Мне понравились вертикальные фермы. Очень эстетично выглядит, футуристично. И как бы имеет смысл, учитывая, что 10, да, миллиардов человек будет. Нужно будет много еды. И плюс я люблю салат. Листья салата.